Всем привет! Сегодня мы научимся делать пластику и деформировать лицо с помощью Face Distortion Patch, то есть стандартными средствами, которые нам предлагает Spark AR. Давайте откроем проект, который мы взяли за основу, и начнем. Напоминаю, что ранее созданные проекты находятся в данной вкладке. После открытия проекта давайте немного приведем сцену в порядок. Я выберу iPad, чтобы вам было лучше видно, и также подвину лицо здесь. Отлично. Давайте создадим новый макет маски Face Tracker. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши, если у вас Windows, и Ctrl-мышь, если у вас Mac. Наводим на Add и после нажимаем Face Mesh. Создался макет. Переходим на правую панель, и нас теперь интересует не Materials, а Deformation. Нажимаем на плюсик, и откроется окно. Здесь вспоминаем, куда мы скачали архив для деформации пластики с сайта Spark AR, и открываем его. Если вы не скачали файл в тот раз или начали просмотр с этого видео, то идем на сайт Spark AR от Facebook, далее нажимаем на Learn, затем нажимаем на Downloads и ищем файл под названием Face Distortion and Retouching. Вот он находится здесь, скачиваем его и открываем. Если вы не нашли, то я оставлю ссылку под видео и в телеграм-канале. В нем переходим в папку под названием Face Distortion Pack и открываем файл, который находится в нем. Нажимаем на него и нажимаем Open. Отлично. После применения файла вы можете видеть, что справа появились новые свойства. И левый глаз стал огромный. Давайте вернем значение для левого глаза назад. Для этого переместим ползунок налево. Если вы изменяете различные значения в правой панели, а изменение не применяется, то нажимайте каждый раз Pause и Play или Restart. Давайте вернемся на правую панель. Сразу скажу, что значения для данных свойств могут содержать не только положительные числа, но также и отрицательные. Давайте пройдемся по всем значениям. Первое отвечает за изменение размера левого глаза. Второе отвечает за сдвиг левого глаза по оси Z. Третье отвечает за изменение размера правого глаза. И, соответственно, сдвиг правого глаза по оси Z. Далее есть изменение носа по оси Z. Есть изменение размера носа, Nose Scale. Далее есть изменение размера рта, точнее расположение углов рта. Есть изменение размера подбородка. Изменение размера лба. Далее изменение формы лица на квадратное, то есть можем придать квадратную форму лица. Изменение формы лица на треугольное. Далее идет сужение верхней трети лица. Далее сужение лица с боков. И последнее это сплющенное лицо. Отлично. Вы можете не только изменять данные значения свойств, но также по нажатию на стрелку слева от названия попасть в Face Editor и продолжить редактирование параметров там. Это выглядит примерно так. С Face Editor мы познакомимся немного позже, когда будем создавать более сложные маски. В следующих видео мы научимся делать не общую пластику с применением стандартных методов, а точечную пластику с применением стороннего программного обеспечения. Я надеюсь, что урок вам понравился. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях, а также делитесь результатами вашей маски. Всем спасибо, увидимся в новых уроках.